Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка заговорить на русском более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и ставьте лайк на это видео. Мне тут в голову пришло несколько немного странных выражений с животными. Я подумала о том, что вам будет полезно про них узнать, потому что они нередко используются в русском языке. Так что устраивайтесь поудобнее, включайте субтитры, если они вам нужны, а для большей эффективности можете взять тетрадь, ручку, чтобы все это записать, а потом повторить и не забыть. Первое выражение – замерзнуть как собака. Очень актуально. И так говорят про человека, когда он очень замерз. Особенно часто это можно услышать зимой или просто в холодную погоду. Но почему собака? Точной теории нет, но предположительно это связано с тем, что в давние времена существовало поверье, что если собака во время морозов находится на улице, катается по снегу, валяется в нем, значит мороз относительно небольшой. А если она начинает проситься в дом, то значит мороз уже очень сильный, потому что даже для этого животного он становится невыносимым. Отсюда пошло выражение «собачий холод», и примерно отсюда берет свои корни выражение «замерзнуть как собака». Напиться как свинья, значит выпить слишком много алкоголя. Тут проводится параллель со свиньей, поскольку ее считают нечистоплотным животным, и она имеет образ хамского поведения. Есть еще более разговорный и грубый вариант «нажраться как свинья», но с ним будьте осторожны, потому что его можно использовать только с близкими людьми или с людьми, с которыми формат общения позволяет использовать не совсем, скажем так, приличное выражение, потому что это выражение не культурное, оно очень жаргонное, поэтому будьте осторожны. И в этом случае нажраться как свинья означает не только напиться до беспамятства, но еще и объесться, переесть, съесть слишком много еды. И опять-таки ассоциация со свиньей, потому что у этого животного отсутствует самоконтроль при поедании пищи. Это выражение можно использовать как с негативным оттенком, в основном в случае с алкоголем, так и с ноткой самоиронии. Нажралась как свинья, вздохнуть не могу. И снова о еде. Голодный как волк. Человек, который очень проголодался и готов съесть слона. Упс, это уже другое выражение. Почему волк? Опять же, только предположение. Поскольку хищные животные находят себе добычу не каждый день, то немалую часть своей жизни они проводят в голодном состоянии. А раньше в старые русские деревеньки чаще всего зимой заходили именно голодные волки в поисках еды, в поисках добычи. Поэтому волк и стал символом олицетворения голода. А со слоном все просто. Когда человек очень голоден, ему кажется, что у него в желудке столько места, что туда поместится даже такое огромное животное, как слон. Последнее про голод обещаю. Заморить червячка значит перекусить, съесть что-то легкое перед едой. Например, съесть яблочко. Это выражение пришло к нам из французского tuer le ver, которое в прямом смысле переводится как убить червя, а используется в значении выпить рюмку спиртного натощак, то есть избавиться от паразитов в организме. Раньше считали, что алкоголь помогает справиться с этой проблемой. Но в русском языке его значение на протяжении веков полностью поменялось, и мы так говорим, когда хотим перекусить. Медведь на ухо наступил. Есть предположение, что это значит? Так говорят о человеке, у которого нет музыкального слуха. Чаще всего так говорит человек сам о себе, когда понимает, что у него не очень задается с пением или игрой на музыкальных инструментах. Почему на ухо наступил именно медведь? Тут есть пара теорий. Первое – из-за ассоциации медведя с неуклюжестью. Второе – из-за охоты на медведей. Охотники часто пытались поразить медведей без оружия. И заканчивалось это тем, что они получали много ран и в том числе могли остаться без слуха.
ехать зайцем. Так называют людей, которые едут на общественном транспорте без билета. С происхождением здесь тоже не все так однозначно. Либо оно появилось в русском языке само по себе, опираясь на такие качества зайца, как скорость, ловкость, быстрота. То есть тот, кто может быстро проскочить и остаться незамеченным. Либо это заимствование из французского языка, где образ зайца приравнивается уже к трусости, потому что человек, который едет без билета, находится постоянно в напряжении, что его сейчас вычислят. Вообще русский язык и культура вобрали в себя много французского, когда все французское было на пике популярности. У меня на канале есть отличное видео на эту тему. Если интересно, ссылка, как всегда, внизу. Как угорелая кошка. Метаться, бегать, суетиться. Совсем как коты и кошки, которые в какой-то момент внезапно начинают бегать из угла в угол, выплескивая таким образом свою энергию. Пример – я перед выходом из дома. Очень люблю начинать собираться за 10-15 минут до выхода в полной уверенности, что я все успею. А в итоге ношусь по дому, как угорелая кошка, не зная, что надеть, не зная, что обуть, не зная, что мне надо взять с собой. В общем, навожу суету. Тянуть кота за хвост. Тянуть время, медлить, оттягивать момент. У этого выражения очень интересная эволюция, потому что изначально оно означало прямо противоположный смысл. Делать что-то быстро, моментально принимать решение. И объяснялось это тем, что если человек хочет схватить кота за хвост, другой вопрос, зачем кому-то это надо было делать, ну да ладно, то он должен это сделать быстро, чтобы хвост не убежал, не вырвался, не начал кусать, царапать. Но со временем этот фразеологизм поменял значение на противоположное, и, вероятно, это связано с похожими выражениями, например, «тянуть резину», которое тоже означает «тянуть время». И как только оно поменялось, тут же появилось другое объяснение. Чтобы схватить кота за хвост, надо это делать медленно, отвлечь его внимание и только потом хватать. Лайфхак, как схватить кота за хвост. Ну и это очередное доказательство тому, что язык – это живая система. Какая муха тебя укусила? Этим выражением можно заменить такие вопросы, как «что случилось?» или «что не так?». И это тоже заимствование из нашего дорогого французского. «Quelle mouche vous piquez?» Это выражение также из далекого прошлого. По поверьям, в мух превращался дьявол, кусал человека и менял его поведение в худшую сторону. Поэтому, если с человеком что-то не так, у него нет настроения, значит, его укусила какая-то муха. И используется этот фразеологизм именно в форме вопроса. Последнее, 10. Дареному коню в зубы не смотрят. Значение. Если вам что-то дарят, не надо искать недостатки в этом подарке. И уж тем более говорить о них тому, кто его сделал. А при чем здесь конь? В старину, когда покупали коней, смотрели на их зубы, чтобы понять, насколько он старый и какая у него ценность. А если этого коня дарили, то какая разница, если он все равно достался даром, бесплатно. И это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Напишите в комментариях, есть ли в ваших языках похожие выражения. Ну, кроме французов. Шучу. Все-таки мы не все позаимствовали у вас, поэтому вы тоже пишите. Спасибо, что смотрели. Желаю вам хорошей недели и возвращайтесь. Пока! Baby,